Добрый день, уважаемые коллеги. Я немножко расскажу о себе. Я руководитель первого агентства по рекрутингу респондентов EDS. EDS – лауреат гильдии маркетологов в номинации «Лучший маркетинговый проект» создания узкоспециализированного рекрутингового агентства. Когда мы выходили в 2013 году на рынок, с рекрутингом обстояли дела довольно-таки сложно. Мы использовали e-mail рассылку, мы использовали для рекрутинга обзвон респондентов, автообзвон, СМС-рассылку и впоследствии создали мобильное приложение. Сейчас мы используем Telegram-канал, и также могу сообщить, почему мы его используем на примере того, как его может использовать социолог, если у него нет бюджета для проведения исследования или он очень урезан. Первое, что можно сделать в этом случае, это создать телеграм-канал. Второй момент, нужно найти позиционирование, какие у вас исследования проводятся. Например, чаще всего у вас политические исследования или исследования экономические, социологические. То есть тут мы все-таки выбираем несколько направлений, например, экономическая тема. И вы описываете свой канал, описываете то, что участие в данном исследовании респондент может внести вклад в развитие данного направления. Также он может получить от вас, например, прямую трансляцию. Вы можете рассказать о том, что вы провели исследование на эту тему, где участвовали эти респонденты, провести прямую трансляцию, рассказать, что дало участие этого человека в исследовании, то есть он узнает, что на выходе получили, какие данные. Первый момент – создаем телеграм-канал. Второй момент – описываем целевую аудиторию, для кого он, какие исследования будут публиковаться. Третий момент – где найти аудиторию. То есть, смотрите, мы сначала с вами добавим ваши же контакты в ваш канал. Например, их будет уже там порядка 50-100 человек. Дальше мы попросим порекомендовать ваш канал, чтобы его порекомендовали ваши знакомые и друзья. Еще категория людей увеличится. Дальше, что мы будем предпринимать для того, чтобы у нас увеличивался наш телеграм-канал? Мы будем использовать бартер. Бартер – это когда вы делаете рекламу на таких же небольших каналах, в размер там 200-300 человек. Например, вы пишете, что я хотел бы сделать рекламу на вашем канале, а вы можете сделать рекламу на моем. И начинать можно с самого начала. Например, вы делаете пост, и коллеги ваш делают пост. Постепенно ваша аудитория увеличивается. То есть это даст возможность, особенно это актуально для молодых специалистов. Часто к нам обращаются аспиранты, как найти аудиторию, как провести соцопрос. Да? И это очень актуально, потому что это можно делать без особых вложений средств. Второй момент. Telegram можно автоматизировать в дальнейшем. Например, вы уже набираете постепенно аудиторию, дальше вы делаете вот такие рекламные посты на похожие телеканалы с похожим размером аудитории, там 200-300 человек. Постепенно аудитория набирается, вы проводите какие-то викторины, например, в этом телеграм-канале. Это очень сейчас хорошо и актуально для аудитории. Они любят участвовать в какой-то викторине, вы подогреваете тем самым их, скажем так, активность в канале. Третий момент. Вы проводите, например, какие-то розыгрыши. Например, да, какой-то, может быть, тем, кто первые 5 человек ответит, допустим, на викторину правильно, вы там какое-то, например, вознаграждение, может быть, выплатите. Условно говоря, там, пускай это будет маленький бюджет вознаграждения на телефон, да, условно. То есть подогреваете аудиторию на своем канале. Дальше вы провели первое исследование, например, да, пускай оттуда небольшой приток людей, да, поучаствовало, но тем не менее вы проводите прямую трансляцию со своей аудиторией, рассказываете, сейчас было проведено исследование, я благодарю вас за то, что вы участвовали в нем, да, рекомендовали своих друзей и знакомых, да, и рассказывайте, что в итоге исследование, какие результаты исследования дало.
выводы рассказывайте, делитесь со своей аудиторией. Значит, далее. Это я описываю, если в случае, если нет бюджета. Дальше, что еще? Обозначу, что за Телеграмом будущее. Почему? Потому что сейчас Павел Дуров, он сделал возможность таргетинга по определенным каналам. То есть теперь, чтобы репрезентативность выборки у вас была очень хорошая, вы можете, например, сами выбирать по каналам, в каких каналах будет публиковаться реклама. Например, социальный опрос на тему такую-то, там, например, будет всплывать, и люди будут кликать и участвовать. Вот. Там небольшой бюджет требуется для этого. Для этого нужно пройти верификацию свою как пользователя. Об этом я там описала в нашей презентации. Вот. Сейчас посмотрим. Не знаю, будет видно экран. Довольно понятно. Приветствуем вас на первой телеграм-базе респондентов. Вы респондент или клиент, да, значит, вы выбираете «Я клиент», например, да. Далее, на первой телеграм-базе вы сможете подобрать нетруднодостижимую целевую аудиторию без посредников в виде агентства или рекрутера, да. Вы хотите опубликовать платный пост, да. Вставьте, пожалуйста, текст поста для публикации. Он будет опубликован в этот день после 19:00. Внимание, укажите информацию в данной последовательности. Тут вот у нас наш бот спрашивает, укажите вид опроса. Тут опять-таки там мы пишем, например, да, если это онлайн-опрос. То есть у нас его можно создать на конструкторе. Тут мы просто критерии, на которые должен соответствовать респондентам, например, да, потребитель. Пока что аналогов этого нету, но я думаю, очень быстро придут конкуренты, особенно после этой записи встречи. Сразу же, просто когда мы выходили на рынок в 2013 году, конкурентов не было, потом они, конечно, стали появляться. И как вознаграждение, 100 рублей на телефон. Представим, да, так, например. Это если уже есть бюджет 20-й там. Какое подтверждение о потреблении того или иного продукта? Например, да. Это значит, что когда у нас запишется человек, мы уже увидим, что он может прислать скриншоты своего личного кабинета, действительно, что он платную подписку покупает, или, например, там готов, если он автовладелец, там, да, свои какие-то сканы документов направить, да, еще что-то, то есть он готов подтвердить. То есть мы тем самым, мы всегда спрашиваем, как агентство. Вот. Так, какое подтверждение? Скриншот из личного кабинета, да, о покупке, условно. Обязательно ваш контакт e-mail или телефон, или мессенджер, куда респондент может написать и откликнуться вам, да. Также можно вставить сюда ссылку на Google форму, куда респондент может оставить свои данные. То есть, если у вас есть детальный уже скринер, да, вы хотите, чтобы он еще что-то детально заполнил, вы можете Google форму вставить. Или, допустим, указать там свой контакт. Условно, там e-mail мы указали, там, представим, да. И оплатить, пожалуйста, пост. Далее вы публикуете, например, тут оплачиваете. Это просто пример поиска. Все, оплату, например, вы совершили. И придет уведомление, что ваш пост появится на канале уже после 19:00. Касаемо целевой аудитории, так, вот он, наш канал. Так, вот, как он выглядит. То есть, смотрите, у него есть основные моменты, которые нужно учесть, это ключевые слова, платные опросы. То есть, когда вы будете свой создавать, например, у вас будет соцопрос, посвященный там, условно, политика. Соцопрос политика. Вы ключевые слова берете, например, да, и их в решетку обозначаете. Вот. И дальше, например, пишите социальные исследования на тему политических взглядов. Тут вы сможете поучаствовать и получить ценную информацию о проведенных исследованиях.
например, провожу также онлайн-трансляции для своих подписчиков, да, с выводами исследования. И дальше вы, например, создадите вот этот канал. Как создать канал уже я даже не буду, в принципе, показывать. Вот как бы создать канал. Вот он, имя будет у вас канал, например, да, социальные исследования, описание. То есть чем здорово Telegram, тем, что он уже переходит. Вот у нас был интернет, когда мы заходили и искали какой-то сайт. Теперь пользователь, он просто заходит в платные, давайте вот платные опросы, например. И он, например, зайдет, и у него высветится. Вот там, например, да, один из наших конкурентов. Вот, например, да, и вот. Ну и мы тоже высветимся. А дальше конкуренция будет расти. И чтобы вообще попасть в этот шорт-лист, будет очень сложно, практически нереально и требовать большого бюджета. Вот, поэтому если уже начать сейчас, то будет лучше ситуация. Потому что в свое время, когда в интернете, да, мы как бы сайт, да, продвинуть, все становилось сложнее и сложнее, и ключевые слова все сложнее было подобрать. Вот, это, наверное, такой, маленький экскурс. Понятно, что это все как бы сложно перестраиваться, но можно начать с этого. Это если мы говорим, что нет бюджета. Мы сами создаем канал, мы добавляем впоследствии туда наших подписчиков просто из нашей адресной телефонной книги, наших же друзей и знакомых, пусть они тоже будут в вашем канале. Также вы будете просить, там, например, порекомендуйте знакомым, друзьям. У меня социсследования проходят, например, они будут рекомендовать. Будете проводить викторины, какие-то бонусы, например, для части участников, которые оперативно поучаствовали в вашем исследовании. Например, первые 5 человек могут получить там какой-то приз. Поощрите их, например, там, денежным вознаграждением на телефон, да, оплатить связь смогут, там, например, или еще куда-то потратить. Вот, это начать с маленького. И, например, первое исследование проведете, сделаете онлайн-трансляцию. Кстати, касаемо онлайн-трансляции, это вообще такая кладезь. Тут это делается довольно-таки несложно. Вот трансляции, мы с вами как бы тут нажимаем. Кстати, не нужен зум, ничего, просто все очень даже здорово. Вот, да, здорово, да, и что-то зависло тут, как обычно это бывает, да. Да. Ну вот, смотрите, один участник, это я. Пока. Как бы, да. Пока я не буду проводить, потому что у меня тут подписчиков, их много, они как бы выйдут, да, а информацию я никакую не скажу, да. Вот, но я это регулярно делаю, подогреваю свою аудиторию. Потом смотрите, как я делаю так, чтобы выборка репрезентативная была, да, потому что мы все понимаем, что платные опросы, это все часто, да, одни и те же люди попадают. Но смотрите, мы регулярно публикуем на разные каналы. Вот смотрите, вот у меня был пост на этом канале. Вот, смотрите, он есть в закрепленных. Канал 9700 человек. Посвящен он в основном, тут рассказывают о программном обеспечении, то есть какие-то программисты. У нас часто проводят исследования лаборатории Касперского, и там очень нужны узкие специалисты из IT-сферы, их очень сложно найти. И мы делаем, например, такой пост, он закрепляет его, это владелец канала с большой аудиторией. Вот. Но мы уже выходим на большую аудиторию, потому что у нас уже есть эта аудитория, а начинать можно с маленькой, как я уже говорила, буквально 200-300 человек, например, такие же владельцы каналов, как и вы просто бартер, они у вас публикуют, размещаются, вы у них. Тут, например, да, привет, мы маркетинговая компания, подписаны на крупнейший телеграм-канал, посвященный оплачиваемым опросам, да, они, например, подписываются, дальше они в бота зайдут, вот, с помощью бота что можно сделать, например, да, тут уже, если делать бота, чем удобно, что вы впоследствии сможете в свою целевую аудиторию сегментировать в боте и рассылать приглашения, там, например, по определенным профессиям. Но это уже такой уровень более, то есть можно начать вот только с маленького. Это все мы обсуждали касаемо, если нету бюджета. И вы вот социолог, да, и, к сожалению, у нас в стране мало выделяется бюджета на это, хотя я считаю, что это одна из ключевых сфер, и с социологическими исследованиями трансформируется общество вообще в целом. И, конечно же, очень грустно, что пока что на это не выделяется такой бюджет, как хотелось бы. Вот. Ну, наверное, я подытожу.
Telegram – это такая кладезь, то есть это как второй интернет. И, знаете, мой супруг, недавно мы обсуждали, он говорит, ты знаешь, я вообще не захожу в Google, в Яндекс, уже не помню даже когда, потому что я ищу то, что мне нужно, забиваю в ключевой поиск и нахожу. Нахожу канал, нахожу чат, и, в общем, там все ищут. Все есть, что нужно, да? Вот, то есть лучше заходить сейчас в Telegram, да, и уже есть конкуренция, да, но еще есть возможность, да, скажем так, быть на плаву потом, вот. Ну, такой коротенький рассказ, вот.